каким образом вообще образуется у человека зажим, что это такое, как оно влияет на его поведение. Потому что люди вот сейчас живут, и они думают, что все их проблемы находятся исключительно в голове. То есть они идут к психологу, жалуются на какие-то проблемы, неуверенность, стеснительность, тревожность, думая, что это проблема в голове. А на самом деле они упускают самую главную деталь. То, что психика и физика на одной веревочке. И я скажу даже больше. В данном случае зажим – это не психосоматика, а соматопсихика. То есть это штука, которая находится в теле и вызывает определенные мысли в твоей голове. Для начала я вам дам главные такие постулаты, чтобы вы вообще поняли, как работает человеческое тело. Один из главных постулатов заключается в том, что так устроено наше тело, так устроена наша психика, что все, что нам является приятным, нравится, безопасным, оно автоматически расслабляет тело. И все, что наоборот для нас угрожающе, тревожно, против души, когда ты не можешь вот выразиться, когда тебе плохо, это все напрягает наше тело. Это первый фундаментальный вот такой закон. Второй момент, смотрите. То есть каждый из нас человек пришел в этот мир, он пришел как не просто как какая-то болванка, как муравей серый, как пытается зачастую сделать там система государства. А каждый человек, он приходит единичный экземпляр, как бриллиантик. У каждого человека он приходит с определенным даром, с определенным желанием, мотивацией что-то сделать в этом мире. Один прекрасно поет, и ему нравится это, и он хочет реализоваться через это. Другой рисует. Третий кует кованые заборы какие-то уникальные. Четвертый строит здания, мосты и так далее. То есть, понимаете, невозможно достичь счастья или чего-либо, не опираясь вот на этот пласт того, с чем ты пришел сюда. Да. Это тоже надо понять. Второй момент. Третий момент. Надо понимать, что ты приходишь в социум, то есть ты не выбирал семью. Ты приходишь в определенные условия, в определенную страну, в определенный двор, в определенное окружение, семью, и все, ты туда попал. И очень часто в подавляющем количестве процентов так получается, что твоя вот эта внутренняя установка, с чем ты пришел, желание, дар, он противоречит той обстановке, куда ты попадаешь в виде социума. Вот как получилось у меня, например. То есть я в Приднестровье, я и в Приднестровье, вы понимаете? То есть это полная противоположность. То есть я человек открытый, улыбчивый, я в душе как бы испанец. То есть я наоборот легкий, мне нравится путешествовать, мне нравится открытость. И получается противоположное Приднестровье 90-х лет. Понятие, хмурость, разруха, серость. Не выделяйся, розовая кофточка, ты чё, кто такой вообще, ты пацан или нет? И вот эти вот все вещи, понимаешь? Да. То есть максимально уничтожение. В семье, наоборот, соответственно, ты как бы вроде тебя папа, мама там относительно любят, но все равно они пропитаны советской шизоидной установкой, что ты должен, что учителя там это как бы твои боги, неважно, правы, неправы. И, короче, вот эта вся установка. И получается, я со своей вот этой вот, получается, кто я сейчас? Писатель, исследователь, открыватель нового, путешественник, да? То есть, получается, вот этого всего, что как раз есть я, Александр Российский, душа, у меня это все забрали, а вместо этого меня засунули в это стойло. И говорят вот так вот, и ломают. А теперь вот поймите, как это работает. То есть у тебя-то внутреннее желание, мотивация жить, действовать, все это, оно же никуда не деется, оно же пытается вылиться потоком. А когда тебя пресекают в каждом шагу, физически, психически, ломают, рот закрой, ты кто такой, не высовывайся. Ты понимаешь, что вот это вот как бы воля изъявления, вот это желание, оно из тебя выходит. А когда тебя пресекают, то это получается как будто каждый раз, когда ты хочешь что-то сказать, тебя как будто вот так вот берут за шею, понимаешь? Потому что ты хочешь сказать, рот закрой, тебе кому интересно, что ты сказал вообще. То есть у тебя прям физически прям сковывает, понимаешь? Прям физически грудь, грудную клетку, горло. Тебя ломает физически, поймите, ребята. Вот ключевое. Не просто это в голове, в психике. Это прям так работает психоэмоциональный рефлекс, что оно прям вот сжимает ткани. Сжимает. И при этом ты еще испытываешь какую-то злость, ты испытываешь какую-то застрявшую эмоцию в этот момент. Да. Злость, обиду, несправедливость. Все правильно, Ирина. Незащищенность, опасность. Это как бы все в будущем, любую вот схожую как бы ситуацию по паттерну, оно будет срабатывать примерно то же самое. То есть, если у тебя вот зародилась на фундаменте вот такая боль и такая какая-то опасность, страх тут, слабость, то вот это все будет повторяться во взрослой жизни идентично, идентичными чувствами, автоматически. И вот смотрите, в чем вот как бы важность, в чем ключевое. В том, что получается, это не просто мысли,
а это прям в твоем теле застряло. Застрял импульс нервной системы. И застряла ткань, которая называется фасция. Фасция — это такая прозрачная ткань, которая в норме, она эластичная. Вся твоя форма тела, пальчики, почему именно такие, почему у тебя такое лицо, это все фасция. Но когда она получается под гнетом, вот это вот давление социума, под гнетом психотравм, оно прям сжимается, зажимается, и все. И оно как бы меняет форму, оно выкручивает. Вот представь, у тебя прям комбинезон вот этой фасции, а у тебя вот тут вот на застрявшей злости выкрутило. У тебя вот тут вот выкрутило, и твое лицо начинает менять. Прям вот оно, один глаз больше, другой выше. Оно вот тут вот в деснах, оно выкрутило. Оно сделало, и у тебя зубы кривые из-за этого, ты понимаешь? То есть и вот так вот дальше. У тебя вот тут вот боль в груди выкрутила. И вот он пошел с колес, и впалая грудь, а плечи вперед. Тебе выкрутило, у тебя жопу прибило сюда. Ты ходишь на пояснице, она болит. Это все одно и то же, ребята. Вы понимаете или нет? То есть это не просто психология в голове, а тело это не просто отдельно, которое болеет просто. Это и есть одно и то же. Тело — это физическое выражение вот этой вашей, это слепок вашей жизни, это слепок вашей биографии.